Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Париже. Она традиционно ставит финальную точку в грандиозном фэшн-марафоне показов длиною в месяц и определяет модную повестку следующего сезона. Именитые бренды представили немало интересных коллекций осень-зима 2024-2025, и теперь у нас с вами, друзья, есть возможность наконец-то подвести итоги и ознакомиться с самыми главными трендами французской столицы. Не могу сказать, что большая часть топовых новинок сможет удивить радикальной сменой тенденций. Но прекрасный Париж – это то самое место, где мода будет всегда, несмотря ни на какие глобальные потрясения. А значит, и нам не стоит упускать возможность присмотреть несколько идей по стилизации образа и решить, какие актуальные тренды мы внедрим в свой модный гардероб, а что так и останется лишь картинкой с подиума. По нашей доброй традиции хочу сказать всем моим зрителям огромнейшее спасибо за поддержку, за поставленный лайк и подписку на мой канал. Не поленитесь черкнуть пару слов в комментариях. Приятного вам просмотра! Среди наиболее заметных тенденций я выделю стиль бохо. Сегодня дизайнеры дружно объявили о его возвращении. Так что готовим на осень летящие платья, жилеты из овчины, этнические украшения, платки и замшевые куртки с бахромой. Их время пришло. В первую очередь скажем за это спасибо брендам Chloé, Изабель Маран, Рабане, Жан-Батиста Валли. Дубленки и брюки клеш, блузы с рюшами и сапоги Ботфорты, очки с дымчатыми линзами и сумки Хобо. В новых коллекциях есть все для создания образа в духе 70-х. Следующий в списке топовых трендов – буржуазный шик. Что ж, в этом холодном сезоне вернулась к жизни еще одна примета далекого прошлого. Видимо, обожаемый многими тихий люкс теперь окончательно и бесповоротно уходит с подиума. Участники недели моды в Париже делают ставку на благородный жемчуг, широкополые шляпы, твидовые костюмы, леопардовый принт, платья-футляры и даже роскошные шубы. За вдохновением обращаемся к коллекциям Miu Miu, Chanel, Dior, Hermès, Balmain. К слову о шубах. Чем более впечатляющей она будет, тем лучше. То есть модная шуба должна быть габаритной, тяжелой и просто, как в старые добрые времена, с порога заявляющей о том, что у хозяйки все по жизни хорошо. Впрочем, на парижских подиумах мелькнула и совсем другая героиня. Даже хочу сказать, она полная противоположность упомянутой ранее. И, соответственно, тренд я назову, условно, конечно, обычная женщина. Такая же, как многие из нас. Вот она идет с рынка или из супермаркета с пакетами свежих овощей и фруктов. Или укутывается в любимое мягкое одеяло, потому что не хочет выходить из дома и спешить на работу. Пусть она предпочитает носить обычные джинсы, кардиган или спортивную куртку, однако в любой момент вся эта вроде бы скучная база сможет превратиться в наряд для выхода. Ведь в гардеробе всегда наготове бахрома, яркие туфли, эффектные украшения. Трикотаж – вязаная одежда. Этот тренд определенно готов окружить нас теплом и комфортом в зимние холода. Только представьте себе ультрауютные смеси мохера, стильные трикотажные изделия, очаровательное ажурное плетение. Дизайнеры вовсю проводят эксперименты с мягкими и приятными на ощупь фактурами. Теперь добавить в свой повседневный образ нам стоит не просто универсальный свитер или водолазку, но и собрать модный аутфит, смело миксуя оттенки. Отдельной строкой отмечу все варианты под маркой Stella McCartney. Вещи созданы словно из петельчатой пряжи, но только в увеличенных масштабах. Крупные вязаные петли здесь сложились в эффектные наряды, украсили объемные сумки. Оригинальные решения трикотажного тренда найдутся в линейке Dries Van Noten, Elisa Saab, Acris, Chanel, Miu Miu. Не дожидаясь осени, все самые проницательные модницы уже вовсю охотятся за теплыми комплектами из вязаного полотна. Следующий главный и неизменный фаворит парижских показов – одежда из кожи. В тренде как монохромные луки, так и комбинация кожаных изделий разных по цвету. К тому же репертуар модных брендов больше не ограничен стандартными куртками-косухами, жакетами, пальто. Из кожи на холодный сезон были представлены и рубашки, и брюки, а также топы, юбки и платья. Так что у нас с вами, друзья, в составлении стильного образа появилось куда больше простора для творчества, особенно когда за окном часто ветер и дождь. И даже если кожаные вещи в числе популярных осенних трендов нам порой кажутся не такими уж оригинальными, как и цветочные принты в весенне-летних коллекциях, но тем не менее не отметить эту тенденцию никак невозможно.
В почете у брендов по-прежнему остаются натуральные фактуры. Однако не меньше внимания уделено искусственной эко-версии. Нет никаких ограничений по цветовой палитре. Особый спрос ожидается на вещи сложных, глубоких оттенков – коньячного, карамельного, винного. Повседневный гламур. Именно это название больше всего подходит к очередному изобретению дизайнеров. Перья, стразы, жемчуг, пышная бахрома, похожая на новогоднюю елочную мишуру, теперь сменили свое амплуа. Сегодня это атрибут как вечерних нарядов, так и одежды на каждый день. Да, наша женщина наконец-то может позволить себе блистать не только по особому случаю. Ведь многим здорово приелся в моде минимализм и тихая роскошь. В новых коллекциях дизайнеры все чаще делают ставку на гламурное оформление образа. Например, нам рекомендуют комбинировать спортивную парку с роскошным платьем макси, сплошь покрытым пайетками, или же миксовать со сверкающим нарядом стеганый бомбер и принтованную футболку. Прекрасный красный. Так я скажу о цвете, уверенно покорившем подиумы французской столицы. Невероятно, но факт – яркие алые и глубокие красные оттенки оказались в явных фаворитах даже в надменном, традиционно черно-сером Париже. Видимо, пришло время оптимистов, сильных, страстных, смелых и креативных личностей. Свой, близкий сердцу красный оттенок давайте попробуем отыскать у брендов Изабель Маран, Miu Miu, Alexander McQueen, Hermes, Stella McCartney, Off-White, Givenchy. Стиль Total Black отлично сыграет на контрасте с предыдущей тенденцией. На основе показов в рамках Парижской недели моды можно, наверное, написать целое учебное пособие о том, как создавать эффектные модные аутфиты, используя только черный цвет. В последнее время мы все чаще говорим о цветотерапии и красочных оттенках в повседневном гардеробе. Но по факту, особенно в холодном сезоне, в лидирующих трендах неизменно присутствует образ в тотальном черном. Надеяться на обратное бесполезно, ведь о классике жанра не спорят. Правда, в новых коллекциях уже замечена положительная динамика. Дизайнеры сегодня рекомендуют включить в темный ансамбль яркие акцентные аксессуары, на которых, пожалуй, стоит остановиться немного подробнее. Модная сумка. Среди самых заметных, пусть далеко не практичных, но очень интересных, оригинальных выделяются фантазийные модели. У Бальма это золоченая кисть винограда, у Лоэве – пучок спаржи. Парижские дизайнеры подхватили эстафету своих коллег из Милана и также предложили нам меховые сумки. Мягкие и пушистые, они похожи на декоративные подушки. Отличный антистрессовый аксессуар, обняв который так и хочется немного вздремнуть. В число трендов попала и сумка Hobo. Она не выходит из моды уже несколько лет, да что там, несколько десятилетий подряд. В классической мягкой версии с легкой подачей дизайнера Читосе Абе теперь добавилась модель с жесткой каркасной формой. Напоследок скажу пару слов о самой модной обуви с парижского подиума. В числе лидеров – высокие сапоги. Эффектные ботфорты с плотно облегающим ногу голенищем предложили дама моды Chloé, Off-White, Stella McCartney. В линейке Chanel вы найдете великолепные замшевые сапоги. Из наиболее необычных версий я выделю отдельной строкой ботфорты марки Sacai. Обувь искусно имитирует ровные штанины брюк с наглаженными стрелками. В трендах на осень оказались также деловые туфли. Оксфорды, Дерби, Монки и подобные им всевозможные модели на низком ходу со шнуровкой и без представлены в новых коллекциях и теперь готовы стать частью вашего стильного образа. Более подробный обзор модных аксессуаров с разбором главных тенденций на холодный сезон я планирую сделать в следующих выпусках. Напишите, друзья, в комментариях, какая тема вам наиболее интересна. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте отметить его лайком или дизлайком, ведь мнения бывают разные. Всем моим зрителям красоты, позитива, хорошего продуктивного дня и яркого солнечного настроения!